Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. Сегодня мы изучаем готовое сочинение. Это будет пример номер 3. Сочинение, которое написано по заданию нового варианта ЕГЭ по английскому языку, эссе по графикам. Задание я взяла из демо-варианта, из обновленной версии. Она перед вами на экране. Для удобства я вынесла все задание на экран, и вместо графика сейчас вы видите таблицу. Как раз можете сравнить, что вам удобнее для работы с этими сочинениями: таблицы или графики. Графики дают больше визуальной информации, и, на мой взгляд, с ними гораздо легче работать. Дорогие друзья, перед вами весь текст сочинения. Я бы хотела обратить внимание ваше на то, что здесь, с одной стороны, нет больших длинных абзацев. Все абзацы достаточно короткие. Короткое заключение, короткий 4-й абзац, но все равно у нас получается 250 почти слов. Это максимальная норма. Сюда можно добавить только еще 25 слов. И поэтому я еще раз, так же как и в предыдущем видео, хотела бы обратить внимание составителей на то, что указанные в задании в демо-вариантах, коридор слов, который нужно укладываться ученикам, 200-250 слов, он не совсем соответствует этому заданию. Он не дает возможности поработать с этим заданием творчески. И если, например, мы хотим написать 200 слов, то здесь вот то, что вы видите перед собой, нужно сократить, нужно очень многое убрать, и тогда вообще, можно сказать, не останется главного. Или придется писать не просто шаблоны, а короткие отрывочные предложения для того, чтобы просто продемонстрировать, как можно уложиться в 200 слов, например, но при этом написать все, что требуется. Дорогие друзья, как всегда, мы рассматриваем сочинение по отдельным абзацам. При этом я буду демонстрировать для некоторых абзацев несколько версий. Вот первая версия — введение. Здесь 4 предложения, всего 68 слов. Из них второе, третье и четвертое предложение являются обязательными элементами, а первое является вводным. Оно довольно неплохо сочетается с тем, что здесь написано, но при этом оно, конечно, не является обязательным. Если же мы хотим написать вводный абзац покороче, то можно, например, взять такой вариант. Здесь уже 3 предложения. При этом все можно прекрасно переставить и начать, например, для разнообразия, это введение с обсуждение статистики. И при этом здесь получается довольно интересная ситуация, когда мы пишем в первом предложении, что вот таблица, вернее, вот график, вот статистика. И дальше, поскольку мы уже сообщили об этом графике, об этой статистике, вполне можно написать второе предложение в прошедшем времени, а не в past simple, а не в present perfect. При этом в третьем предложении остался некоторый такой творческий подход, когда мы говорим, для чего делается этот проект. Перед вами второй абзац. Он понятный, он убедительный. Здесь, кстати сказать, всего 2 предложения. Такое стандартная вводная фраза according to the survey. Обратите внимание на то, что в слове survey, так же как в слове essay, ударный слог первый. Можно просто очень легко сделать эту ошибку, особенно в английском слове essay. Неважно, давайте вернемся к предложениям. Итак, у нас здесь 2 предложения. В первом предложении описывается 2 первых категории, указывается
уровень процентного содержания для этих категорий, и указывается то, что они две топовые категории, и они также называются. То есть у нас здесь, когда мы говорим факты, идет описание. Вот мы описали две первых категории, дальше описываются третья и четвертая, поскольку здесь тоже достаточно высокое процентное содержание, мы говорим, что они, эти категории, тоже имеют достаточно высокую частотность использования. Но обратите внимание на то, что и первое, и второе сочинение, первое и второе предложение завершается похожими фразами. В первом случае фраза дается после запятой, во втором случае она дается в скобках. Ну, для того, чтобы от такой повторяемости избавиться, можно попробовать написать этот второй абзац немного по-другому. Ну, получится то, что вы видите на экране. В первом предложении проценты просто поставить в скобочках. На 2-3 слова в этом абзаце будет поменьше, но в целом это, конечно, не важно. Переходим к третьему абзацу, к которому, наверное, будет достаточно много вопросов в процессе подготовки к экзамену, в процессе написания этого сочинения, потому что здесь, с одной стороны, нужно провести сравнение, а с другой стороны, вот здесь есть фраза where relevant. И это достаточно логично, потому что, когда мы берем какие-то сравнения, мы должны как-то понимать, для чего нам нужны эти сравнения. Не должно быть такой ситуации, когда у того, кто читает это сочинение, остается вопрос: ну и что? Ну и что вы хотели этим сказать? То есть, с одной стороны, нам не говорят, что это обязательный элемент, с другой стороны, этот элемент указывается в задании. Ну и третье, пожалуй, тоже немаловажная сторона этого вопроса. Только когда мы указываем вот релевантность этих самых сравнений, тогда у нас сочинение получается последовательным. И тогда не хочется задать вопрос: ну и что? А зачем вы это написали? В данном сочинении прокомментировать несложно, потому что в самой последней позиции находится функция оплаты покупок онлайн. И это явно противоречит реальности. Мы можем об этом сказать и указать на то, что это очень неожиданно было увидеть эту позицию на 5-м месте. Но, собственно, именно это и написано здесь, в этом абзаце. Если вернуться к нашему первому примеру, который я демонстрировала тоже здесь на своем видеоканале, там тоже было несложно дать объяснение. Здесь вот этот текст перед вами. Здесь, наоборот, мы говорим о том, что нет ничего удивительного, что в мире технологий вот всего-то 11% респондентов высказались за прогулку в качестве занятия на досуге. Ну и дальше дано сравнение. А вот то, что касается второго текста, я имею в виду второго примера эссе в предыдущем видео, то здесь очень тяжело высказать свое мнение, прокомментировать, используя слова «удивительно» или «ожидаемо», или наоборот «неожидаемо». И здесь нужны какие-то совершенно другие приемы, или здесь нужно менять тот текст, который мы видим перед собой. Именно поэтому в своем курсе я очень подробно во второй части этого курса буду останавливаться на этом вопросе. В первой части мы обсуждали типы эссе и типы графиков. И я очень подробно обо всем этом рассказывала. И во второй части, помимо технической стороны вопроса, мы также будем заниматься и комментариями. Здесь у нас тоже будут и типы написания эссе вот с этой точки зрения, и формулы, и будет очень большое количество примеров. Если вас интересует этот курс, дорогие друзья, ссылка под видео. А мы еще раз вернемся к этому абзацу и
я хочу напомнить, что сочинение, которое мы сейчас обсуждаем, оно написано на основе демо-вариантов. В демо-варианте пока остались проценты, сумма которых больше, чем 100%. Хотя при этом было сказано профессором Вербицкой на консультации 22 октября, что сумма процентов будет 100. С одной стороны, это почти не оказывает влияния на то, что мы пишем, но бывают такие случаи, когда все-таки вот это самое влияние хорошо бы обсудить. И вот сегодня именно такой случай. Если данное сочинение переписать в соответствии с новыми требованиями, то перед нами будет немного другое задание. Мы не можем уже написать, какие используются функции, потому что тогда получится, что только одну функцию каждый человек использует, которая отвечает. Здесь уже нужно брать, какие функции чаще всего используются. И тогда нам придется обсуждать немного другие комментарии к сравнениям, которые мы даем. Прочитайте внимательно этот абзац. Здесь мы удивляемся уже немножко другим фактам, немного другим сравнением. Мы удивляемся тому, что в принципе есть такая группа людей, которые указали, что на своих смартфонах они чаще всего используют функцию оплаты за онлайн-покупки, хотя эта группа является самой малочисленной. Данный абзац получился достаточно длинным, его можно немного укоротить. При этом, возможно, укорачивая его, мы сделали его более четким. То, что касается 4-го абзаца, то здесь, наверное, не будет никаких возражений или вопросов. Здесь мы можем указать на то, что очень многие сидят в интернете, играют в игры, и пропорции группы эти достаточно большие, и вот рассмотреть это как проблему и дать какое-то простое возможное решение этой проблемы. Мне также кажется, особых трудностей не может вызвать написание заключения о роли смартфонов в жизни людей, о том, что они важны во всех сферах нашей жизни, можно написать. Но здесь я бы хотела обратить ваше внимание на вводную фразу. Обычно я говорю, что вводные фразы должны быть крайне короткими. Одно-два слова уже достаточно, потому что вводная фраза – это стрелка, это указание, куда мы дальше направляемся. И если вводная фраза слишком длинная, тем более взятая из текста, который не имеет никакого отношения к написанию эссе, во-первых, эта фраза оттягивает на себя внимание, а во-вторых, просто внимание читающего как бы зависает над этой фразой, и такой дисбаланс получается. Ведь мы пишем сочинение не для того, чтобы привлечь внимание красивыми или необычными фразами вводными, а несколько все-таки с другой целью. Но вот здесь, наоборот, очень длинная вводная фраза, тем не менее, я ее лично приветствую, потому что она имеет стопроцентное отношение к тому, что мы здесь должны написать. То есть, кроме слова regarding, вся остальная часть этой фразы – это содержание данного абзаца. Я еще раз демонстрирую сочинение полностью. Хочу напомнить, что текст сочинения будет обязательно вывешен в моей группе ВКонтакте, где вы сможете его скопировать и использовать, если это необходимо. И, конечно же, я буду очень благодарна за все ваши вопросы, ваши замечания, ваши комментарии и за высказывание ваших мнений, которые можно оставить под видео в комментариях. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание
Если вы еще не подписаны на мой видеоканал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые публикации. Если вас интересуют мои курсы, то ссылку вы найдете под этим видео. И если вы не подписаны на мою группу ВКонтакте, тоже подписывайтесь. Там вы найдете большое количество материалов по подготовке к ЕГЭ по английскому языку.